Здравствуйте, друзья! В сегодняшнем мастер-классе я хочу поделиться с вами всеми секретами и нюансами пошива простыни на резинке. Ткань нужно предварительно постирать и выгладить. Для выкраивания нам нужны три измерения: длина, ширина и высота. Я сейчас показываю на макете, куда я откладываю длину, ширину и высоту. Вы эти параметры посмотрите на маркировке своего матраса, на бирочке, которая к нему прилагается, и в крайнем случае уже просто сами измерьте. Отложите длину, ширину, а высоту приделаем в виде крылышек. Я подписываю, чтобы вы поняли, где длина, где ширина и где высота. Высота откладывается и сверху, и по бокам, и снизу этого прямоугольника. Далее к этим крылышкам мы еще пристраиваем 8 сантиметров. В эти 8 сантиметров входит заворот на нижнюю сторону матраса, и прибавка туда же входит для кулиски, для резинки. Поэтому ничего больше не придумывайте, так и выкраивайте из своей ткани эту фигуру, которая у нас получилась. Прямоугольник с крылышками. Крылышки, еще раз говорю, получаются из высоты и еще 8 сантиметров. Далее нам нужно будет вырезать углы с припуском на швы 1,5 сантиметра, так как будем использовать двойной выворотный шов. Он крепкий и простыня прослужит долго. Так поступаем со всеми 4 углами, и все, раскрой закончен, приступаем к шитью. Совмещаем срезы уголка на лицевую сторону и первую строчку будем прокладывать по лицевой стороне на расстоянии примерно 5 мм от края. Я прочертила эту линию. Заранее следует приготовить несколько шпулек с нитками, чтобы потом не отвлекаться на намотку. И я еще хотела показать вам нюансы заправки машинки для начинающих швей. Сначала заправляем шпульку, потом заправляем нитку в иголку. Кто не умеет пользоваться, посмотрите, как нитевдеватель работает на машинке. И дальше я рекомендую вытащить нижнюю нитку с помощью иглы и только после этого закрывать шпульный отсек. Так у вас нитка не защемится крышечкой. Это такой лайфхак от меня лично вам. И будет легкое шитье. Затем мы прокладываем строчку. У меня тефлоновая лапка, двигается очень хорошо ткань, тоже рекомендую ее приобрести. И у меня есть целый лист по лапкам швейным, как их использовать, для чего они нужны. Очень рекомендую. Итак, делаем закрепки и прошиваем каждый угол на лицевую сторону на расстоянии 5 мм от края. Можно даже 4. Но если не получается, сделайте 6 мм, но потом срежьте лишнее. Почему? Потому что этот срез будет запечатываться у нас сейчас с изнаночной стороны, и нам не понадобится оверлок. Очень удобный этот выворотный шов, потому что он прочный. Смотрите, я вывернула и теперь прокладываю строчку таким образом. Нащупайте прям пальцами, чтобы срез оказался внутри. И тоже делаем закрепки в начале и в конце строчки. Так делаем со всеми 4 углами. Далее нам нужна будет кулиска для резинки. Здесь тоже хочу вам объяснить, чтобы у вас не было проблем потом с выдеванием резинки. Смотрите, как подобрать резинку. Вы должны продумать это заранее, потому что нужен ход для резинки именно нужной ширины. Я не рекомендую брать толстую резинку, потому что она тугая и будет долго сохнуть. Простыня высохнет, а резинка еще нет. Поэтому берем обычную бельевую резинку, которая вставляется в семейные трусы. Вот такую. Просто прикиньте ее жесткость. Она не должна быть слишком хлипкая. По длине отмеряем длину матраса и ширину. Все, вот это предполагаемая длина резинки, которую нужно будет заготовить заранее. Я шью для кукольной кроватки матрасик и резинку, и поэтому взяла круглую. Вы берите бельевую. Дальше, чтобы ход для резинки сделать, нужно обязательно оставить место, когда будем вдевать. Поэтому такой лайфхак еще от меня: наметьте это булавками. Затем срезаем на уголок где-то 45 градусов те швы, которые у
нас образовались. Они очень толстые. Затем загибаем таким образом, чтобы шов смотрел все время в одну сторону по ходу вдевания резинки. У меня это по ходу шитья, и поэтому легко мне ориентироваться, и вам это советую тоже сделать. Булавка или то устройство, которым вы будете вдевать резинку, не будет утыкаться в этот шов, а будет плавненько заходить как к себе домой в эту кулисочку. Делаем закрепку и по кругу прострачиваем. Простыня у нас готова, но прежде чем втягивать резинку, еще один лайфхак: отгладьте, потому что в процессе шитья у нас появилась кулиска, швы, их нужно будет отутюжить, швы заутюжить, и только после этого аккуратненько будем вдевать. Ну и попутно, конечно, убирайте все ниточки, вдруг пропустили. То есть это окончательная уже обработка. Заинтересовала мини-гладильная доска или игольница, которую вы видите справа, то эти мастер-классы у меня тоже есть на канале. Милости прошу к просмотру. А мы продвигаемся дальше. Осталось совсем чуть-чуть. И сейчас я хочу вам показать, как вы можете вдеть резинку. Для этого существуют булавки большие и маленькие. Они должны быть у вас в арсенале. Но кроме этого существует еще два приспособления, которые очень распространены за границей, в Китае, например, или в Европе. Посмотрите, в виде щипчиков, которые фиксируются шайбочкой. Но имейте в виду, эта шайбочка тоже требует определенной широты кулиски, в узкую не пролезет. У вас полноценная простыня, если вы шьете, все будет нормально. Но у меня же кукольная, поэтому вот второе устройство, которое не имеет прищепки, к нему нужно будет привязать, но оно очень юркое и мне нравится. Для узких ходов самое то. Никогда не расстегнется, в отличие от булавки. И теперь очень легко и просто у меня проныривает это устройство через все швы, а их у нас немало, целых 4. И еще обязательно приготовьте заранее иголку с ниткой и завязанным узелком, потому что когда вы уже вденете резинку, она будет норовить у вас убежать, и вам придется или коленом придерживать, или локтем. А если будет иголка заранее готова, взяли, сшили концы, аккуратно, но крепко, не боимся, несколько стежков делаем и закрепляем, и простыня готова. Любуемся на результат и пользуемся до тех пор, пока материал сам не протрется, сама ткань. А уж швы у нас крепкие, резинка прочная, потому что подбираем все сами и на 100% уверены в результате и в качестве. Дорогие друзья, я надеюсь, что этот мастер-класс пришелся вам по душе, потому что я изложила вам все, что нужно для того, чтобы получить качественную вещь. Надеюсь, вы отблагодарите меня лайком, а также приглашаю подписаться на мой канал. С вами была Любовь Рулевская. До новых встреч, до свидания, всех люблю, целую, пока-пока.